Всем доброй ночи. Итак, перед вами меч из обсидиана. Камень обсидиан. Кстати, очень красивый меч. Но он такой с этими разводами, потому что это все-таки такой мягкий, легкий камень. И он здесь не случайный гость. Еще перед вами чаша. Чаша с водой. Итак, дорогие друзья, я хочу подарить практикам очень интересный и сильный ритуал, который поможет вам отсечь у себя или у людей, которые к вам обращаются, опасности, трудности, преследования, если у этого человека есть. То есть я здесь буду считать определенные такие трудности, которые могут возникать в жизни человека, которые можно отсечь данным ритуалом. А вы, естественно, будете называть список тех трудностей, которые у данного человека есть, либо у вас, если вы для себя пользуетесь, да? И эта сила будет отсекать это все в данный момент. Посчитайте, что этот ритуал как скоропомощник. То есть ритуал, который быстро, вот сейчас, сегодня решит эту проблему. Вы выиграете время, пока будете усиливать себя, да, свою защиту. Ну, например, преследовать семью, преследовать человека. Ну, например, коллекторы не дают покоя. Ну, например, отнимает дом у человека, еще что-нибудь. Здесь я не перечисляю подобные бедствия, но, проводя этот ритуал, вы можете перечислять эти бедствия. И эта сила меча будет отсекать, устранять это, даже на время. Даст вам возможность выиграть время, чтобы победить в этой битве. Итак, начнем с того, что мечи, клинки, атамы в магии, они имеют особое значение, потому что это сила отсечения. Мы работаем с энергиями, друзья мои. Их не видно, эти энергии. Но те заклинания, те слова, которые мы произносим, говорим, творят видимые дела, да? Наша работа как бы не видна. Как мы что делаем, каким образом. Есть вещи, которые мы показываем, есть вещи, которые мы не вправе показывать и не покажем, и прочее. И его не видно, собственно говоря, что мы делаем. Но виден результат. Хороший или плохой, смотря на что мы нацелены. Смотря на что мы тратим свою энергию, смотря что мы просим у сил. Данный ритуал называется меч Зульфикар. Давайте немного расскажу предысторию меча Зульфикар, чтобы вы поняли, с чем имеете дело. Это колоссальная энергия, которая правит Востоком уже много тысячелетий. Значит, больше всего о мече Зульфикар известно из Корана. Он изображался раньше на знамениях ислама. Этот меч, он считался священным. И по преданию, как гласит, да, священное писание мусульман, Зульфикар – это меч, которым владел пророк Мухаммед. И это меч с двумя лезвиями, с двойным лезвием, то есть впереди. И это меч считается как бы священным, который охраняет пределы ислама. Так, по легенде, по преданию Корана, меч Зульфикар после смерти пророка передается его ближайшему соратнику Али. Некоторые говорят, что Али не воевал, а просто поднимал меч Зульфикар, отпускал, и меч сам отсекал, и сам воевал, сам приносил победу его войску.
исламский мир долго спорил, где находится меч Зульфикар, потому что таких, как Зульфикар, объявилось очень много. Ну, впрочем, как и в христианстве, да, скажем, священные какие-то чаши и так далее, которые друг у друга копируются, и везде они появляются как истинные, настоящие, подлинные святыни, как бы. По одной из версий, Зульфикар хранится во дворце османских султанов, в данный момент в Стамбуле. По другой из версий, меч Зульфикар хранится в одном из азиатских городов, а именно в Бухаре. Говорят, что сам Тамерлан как бы завоевал, принес его. Большое заблуждение считать Тамерлана мусульманином, потому что Тамерлан был язычником. И если хорошо изучить его жизнь, да, то вы поймете. Но однако же проходят века, искажаются легенды, искажаются рассказы, и каждый тянет в свою сторону. По другой из версий, меч Зульфикар хранится под Меккой. Она там зарыта, закрыта, и не позволено открыть и как бы проверить, где он хранится. Некоторые говорят, что Зульфикар принесли и положили на могилу пророка Мухаммеда. Он так и остался там, и больше его никто не трогал. Ну, как бы там ни было, Зульфикар считается огромной мощью, силой, покорителем джиннов. То есть от его силы, от его мощи достаточно было взять любой меч, призвать дух Зульфикара, и этот меч мог отсечь всякие опасности, всякие невзгоды, преграды, которые возникали на пути у человека. Вот это одна версия. Но существует более древняя версия. Если кто-нибудь читал книгу Фердуси Шахнаме, то есть «Жизнь шахов Ирана», то Зульфикар там фигурирует. И Зульфикар, по версии Шахнаме, был намного раньше, много тысячелетий раньше, до ислама. И вот такой подобный меч священный ковали для военачальников и царей. Но первым кузнецом меча Зульфикар, который, собственно, и создал его, был кузнец Кейкавус, который сковал меч, и потом, значит, раскаленный металл опустил в священный источник Зухра, и после этого он обрел определенную чудотворную силу. И с тех пор многие стали, значит, ему подражать, и кузнецы стали друг у друга перенимать вот это умение при ковке меча Зульфикар. Они шли после к священному источнику Зухра, что в принципе означает, ну, если по-гречески перевести, Венера, да, источник, который активизировался при планете Венера. Почему Венера именно так назвали этот источник, ну, история умалчивает, может быть, потому что когда Венера подходила ближе к Земле, этот источник становился чудотворным, как-то исцелял людей. Может быть, это одна из версий. И вот Зульфикар, оказывается, был еще намного-намного раньше, до исламского периода. И назывался он именно так, Зульфикар, что в переводе означает «непобедимый меч». И вот, согласно законам магии, любая сущность, любой священный предмет, да, любое слово, которое тысячелетиями наполняется силой, энергией людей, преданием, рассказом и так далее. Я вам говорила, что предания и рассказы – это дань памяти, это определенная энергия, которая берет на себя как поле для своего существования определенная сущность. Если меч Зульфикар уже много тысячелетий славится как непобедимый клинок, значит, он обрел определенную силу. Значит, этим мечом можно отсечь все ненужное из жизни человека. И в данный момент мечом Зульфикар отсечь и помочь ему, помочь избежать испытаний и неизбежности, да, опасности. Так вот
этот ритуал помогал в такие моменты, которые, ну просто, как бы сказать, уже они были безнадежны, когда человек обращался, и было очень поздно, и время было упущено. И вот этот ритуал с мечом Зульфикар очень помогал. Дорогие друзья, те, которые практикуют, обычному человеку это делать нельзя. Это должны для обычного человека провести практики. Это раз. Для практика. Значит, если человек сам пришел к вам, вы его просите становиться посреди комнаты, ходите вокруг него и как бы отсекаете, предположим, это человек, да, вы отсекаете от него, вот вокруг него ходите. Сначала он смотрит на восток, вы вокруг ходите, говорите этот заговор, потом он поворачивается на запад, вы опять ходите таким образом, такими движениями, отсекайте от него. Это не видно, но это невидимые нити, невидимые энергии, которые действительно отсекаются и выпадают от человека. Потом на юг, потом на, восток. 4 раза вы читаете вот это. После вот этой водой, то есть вы читаете, окуная воду. То есть один раз прочли, окунули воду, которая у вас должен быть на алтаре. Второй раз прочли, окунаете воду, меч, вот таким образом. 4 раза. После того, как вы это прочитали, меч положите на алтарь. Попросите этой водой человека умыть руки, лицо и руки. Постарайтесь, чтобы вся вода была использована, значит, налейте столько воды, сколько достаточно. Если вы проводите для себя, вы становитесь посреди комнаты точно так же, такими движениями вокруг себя, вы как бы отсекаете от себя эти энергии. Поворачиваясь на восток, запад, север, юг, каждый раз читайте по одному разу. После каждого чтения надо окунать в чашу с водой. Вы имитируете, вы воссоздаете те движения, которые имеют тысячелетнюю силу. То есть сковали меч Зульфикар, потом окунали в источник Захра, да? Вы это должны повторить, то есть усилить, потому что силы, которые тысячелетиями правят миром, они узнают определенные слова, определенные действия и приходят на помощь. То есть вы тем самым показываете, что вы одна из них, вы имеете право обращаться к ним и просить, потому что вы знаете, как сковали меч Зульфикар, как окунали в Захру, в этот источник и так далее. Дальше. Захра или Зухра – это одно и то же, чтобы вы знали. Это я не путаюсь, это одно и то же. У персов Захра, у арабов Зухра. Итак, после со спокойной душой отпустите человека, потому что у него обязательно это изменится, вся его ситуация. Если вы работаете по фотографии человека или по вещи, вот, предположим, у вас фотография, да, лежит, вы поворачиваете эту фотографию 4 стороны, то есть вот в 4 сторонах голова человека на фотографии должно поворачиваться. Вы сверху отсекаете то, что сказано, и в конце эту воду просто выливаете. Если вы проводите этот ритуал на расстоянии для человека, то есть вы работаете с его энергией, его фантомом. А фантом, я уже объясняла, говорила, кому непонятно, откройте ролик, посмотрите, что такое фантом. Фантом – это память твоей души. Если генетика – это память твоего тела, то есть там цвет волос и прочее фиксируется, то фантом – это генетический код твоей души. Там фиксируется твоя генетическая память, зов крови, менталитет и так далее, и так далее. То есть ты, мини-ты, вот маленький. Итак, дорогие друзья, начнем. Значит так, запомнили, 4 раза поворачиваясь на каждую сторону света, да? Считается, что Зульфикар – покоритель черных духов, и что его мощи и силы боятся те силы, которые приходят для того, чтобы мучить человека. Ну, например, те же преследования и так далее создают определенное состояние у человека, трясучку, страх. Он питает этими отрицательными эмоциями силы. Вот эти темные силы, они усиливаются, еще больше накидываются на него. Так вот, чтобы они отсеклись, ушли, и ситуация разрешилась, вот проведите этот ритуал. А как провести, я объяснила. Теперь мы
читаем. Я не буду сейчас махать мечом, я просто прочитаю заговор. О ты, священный непобедимый Зульфикар, стальная крепость, подчиняющий джиннов, чудотворная сила. Ты, сотворенная кузнецом Кейкаусом, истребляющий зло, болезни и недуги, телесные и душевные муки. О священный меч, могучая сила, хранитель Востока Зульфикар, легендарный клинок, услышь и помоги. О священный Зульфикар, отсеки от меня врагов, сруби безденежье, отруби невезение. Я подниму священный меч, покоритель джиннов Зульфикар. Ты, перед кем робеют темные духи, ты закаленный в боях, очищенный в священном источнике Зухра, услышь меня и помоги. О священный Зульфикар, отсеки от меня врагов, сруби безденежье, отруби невезение. Да отсечет меч Зульфикар, всякое зло от тела моего уберет, всякое препятствие рассечет помыслы моих врагов и принесет мне победу в делах. О священный Зульфикар, отсеки от меня врагов, сруби безденежье, отруби невезение. Да будет так. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Проведите этот ритуал, и вы увидите, как быстро разрешится тот вопрос, который не разрешался долгие годы. И это даст вам возможность выиграть время и победить. Вы заметили, как активизировались тут всякие в комнате? Во, полетели. Как в том мультике, да? Птичка, полетели. Всем удачи, проведите, и пусть у вас все получится.